Всем привет! Сегодня буду ремонтировать датчик света, включающий уличное освещение автоматически. Сегодня на ремонте получается датчик света управляет включением света, включением-выключением света, но освещение уличного в данном случае. Я его уже когда-то ремонтировал. Включает у нас прожекторы по периметру. Ну, тут был перепад света, поэтому он сейчас не работает. Сейчас его разберу, покажу, что у него внутри. И попробую отремонтировать. Примерно даже уже знаю, что там могло сгореть. Вот так это выглядит. Здесь проблема в стабилитроне. Вот он вот здесь стоит. Здесь должен стоять 1-ваттный стабилитрон. Так как релюшка 24-вольтовая, стабилитрон на 24 вольта. Сначала начал прозванивать, вроде бы показало все как целое. Но у меня на тот момент не было 1-ваттного стабилитрона, и я поставил 2 полуваттных стабилитрона в параллель. Конечно, это не рекомендуется так делать, потому что при большой нагрузке пробьет тот, который слабее стабилитрон. Какой-то из них может выйти из строя. Поэтому, когда я начал прозванивать, вроде бы звонится как диод, но на одном падение напряжения больше. То есть на одном там 0,7, 0, ну да, где-то примерно, на другом 0,3, то есть в половину больше. Вот один, получается, стабилитрон, вот этот вот целый остался. И сейчас параллельно еще один поставлю. Нет у меня опять-таки 1-ваттного. Заказывали, все никак не придут. В принципе, в таких вот датчиках тут ничего такого прям сверхъестественного нету. Диодный мостик, 2 конденсатора, фоторезистор и подстроечный резистор для регулировки момента включения. То есть раннее включение, либо чем темнее, тем позднее включается. Вот. Здесь стоит 2 транзистора, немножко резисторов, и все, тут ничего такого нету, никаких ни микросхем, ничего. Ломаться по сути нечему. Обычно вот только стабилитрон выходит из строя, если какие-то скачки по напряжению, стабилитрон может пробить. Если стабилитрон пробивает, схема перестает работать, потому что сразу стабилизация, то есть сразу просадка по напряжению идет. Я когда включил, я сразу померил напряжение на конденсаторе, то есть ориентировочно 24 там вольта должно быть, там, плюс-минус. Здесь было 8 всего лишь вольт. Соответственно, конечно же, даже релюшка не включится, даже если открытые транзисторы, которые там сзади, вот эти вот они. Вот он, этот транзистор, он открывает как раз таки управление, включает реле. Вот, так что напряжения бы не хватило. При 8 вольтах релюшка не включится. 24, 18, даже 15 может включиться, но не от 8. Схему я подключил. Стабилитрон один вот заменил, опять параллельно 2 стоит. Потом стабилитрон 1-ваттный нужно будет поставить. Сейчас я просто покажу, что она работает. Сейчас я закрою фоторезистор. Релюшка должна щелкать. Соответственно, на вот этом красном проводе появится 0. В зависимости от подключения, там либо 0, либо фаза. Релюшка сама включает провод, вот этот вот коричневый,
от коричневого подает на красный. Сейчас от коричневого не идет ничего сюда. Сейчас я резистор закрою, включится реле, и от коричневого пойдет на красный. То есть сейчас будет слышно релюшку. Вот релюшка щелкнула, соответственно включилось реле, и по идее освещение, которое у вас, нагрузка, которая подключена к этому реле, оно соответственно заработает. Вот такой вот простенький ремонтик. Хотелось также добавить, когда вы что-то паяете, перепаиваете, всегда за собой флюс смывайте. Во-первых, это и вам проще, когда нету грязи. То есть, вот я сейчас работал, я весь флюс смыл. Смываю я обычно либо растворитель 646, только не марки А. Марки А он смывает все, пластик или напыление, он такой более резкий. А 646 он такой растворитель, но помягче будет. Соответственно, если вы что-то смываете, смотрите, чтобы на схеме у вас никаких таких элементов, которые плавятся в растворителе, не было. То есть вот здесь вот фоторезистор, он там тоже напыление, там неизвестно из чего он сделан. То есть желательно туда растворитель не капать, потому что то помутнеет, то еще что-то, светопропускная способность будет ниже, и соответственно может работать не так. То есть вот это вот нужно учитывать. А если бы вы использовали растворитель марки А, то есть вот здесь уже бы пластик начал у релюшки подъедаться. То есть растворитель марки А, он растворяет и пластик. Поэтому если что-то паяете, всегда за собой чистоту соблюдайте, убирайте. Надеюсь, это видео кому-нибудь помогло. В основном обычные китайские такие датчики света имеют практически одинаковую схему, как у меня. Ну и особо ломаться там нечем. Спасибо за просмотр.